Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. События ближайшего будущего. Таро-прогноз, гороскоп, Таро на неделю. С 10 по 16 июня. Середина лета, мои дорогие. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории, переживаниях каждого из вас, мои дорогие Овны. Но я надеюсь, самое главное, мы проведем с вами приятное время. И все равно какие-то подсказки, свою ситуацию вы переложите на метафору карт и обдумаете, может быть, с альтернативным вариантом. Жизнь не бывает полностью предсказуемой. Итак, наши традиционные вопросы в нашем традиционном еженедельном раскладе. И первое, что важно знать. Возможно, сфера жизни, где придется решать какие-то вопросы. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время? Или что может вам помешать? Какие энергии? А что же вам будет помогать? Что вас будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергии как на неделю. И личная жизнь. Итак, что же важно знать? Вообще можно дальше уже не открывать. Я всегда говорю, когда выпадает карта императрица, вот у каждого понятны свои задачи. Но первое, это от вас все зависит. От ваших решений, от ваших приложенных усилий. И неважно, какая сфера жизни проигрывается. По старшему аркану, помимо всего прочего, ваших желаний, есть еще какие-то обстоятельства. Но императрица, она как раз умеет объединить необъединимое, договориться с теми, которые конфликтуют. Или какой-то вопрос решить даже в какой-то патовой ситуации, благодаря, первое, дипломатии. И когда она в фокусе своих интересов держит именно то, что она хочет осуществить, свою цель. А все, что происходит вокруг или в ее жизни, она где-то умело подстраивает, согласовывает, организует. И это очень позитивный момент. Неважно, кто меня смотрит, мужчина или женщина. Вот эта энергетика, это в целом как совет, что важно знать. Мои дорогие девочки, это вы сильны, привлекательные, притягательные в плане и интимных отношений. Мои дорогие мужчины, это есть какая-то женщина, возможно, очень важная в вашей жизни, без которой вы не можете жить, которая заполняет ваше пространство в душе или не дает покоя, вы о ней думаете, вспоминаете или хотели бы с ней быть, и тут у каждого по-своему. У кого-то из вас предложение руки и сердца. Или вы его делаете, или вам его делают. Может такое проиграться, ведь это статусная карта. И смена статуса тут может быть по 3 основным направлениям. Первое – это личная жизнь, как я сказала. Второй момент – это вы строите карьеру или занимаетесь бизнесом, личным делом, что-то развиваете, креативите. У нас ведь плодовита императрица, и буквально как «я жду ребенка» у кого-то проигрывается, так и плодовитость – это на наши идеи, на наше творчество, на наши задумки, которые мы в последующем реализуем в жизни. И третий момент – деньги. Деньги есть, деньги будут. Сильная позиция. В неожиданностях. Вот какая-то чехарда. Я называю эту карту информационный хаос. И тут самое главное не включиться в то, что нам не нужно. Или не поверить тому, кто нам приносит, может быть, и без злого умысла, ну, какую-то фальшь. Найти недостающую информацию, как раз что-то для себя прояснить, прежде чем мы начинаем действовать. По сути дела так. Эта карта, всегда пятерка любая, в любой колоде, это недостаток своеобразный. И здесь, с одной стороны, избыток идет информации, но недостаток правдивости, недостаток надежности чего-то. Иногда проигрываются и люди, на которых мы не можем положиться. У людей быстро меняется мнение. Утром пообещал, вечером уже забыл. Может быть и такое, неважно сколько лет данному персонажу. Иногда и люди бывают в зрелом возрасте, но недостаточно надежны. Иногда дети проигрываются, и какая-то чехарда с детьми. Я не могу сказать, что это что-то глобальное, как неожиданность. Ну, наверное, какой-то ворох мелких забот, проблем. Или вот по карте императрицы, правда, что-то с детьми вы будете согласовывать. Чему сейчас не время? Закрывать в прошлое дверь. Или
вспоминать былое. Наверное, кто старое помянет, тому сами знаете что. Поэтому как самим не анализировать какую-то прежнюю ситуацию, она не имеет значения, так и, кстати, не пользоваться прежними методами. Императрица, она вперед смотрит, они назад оглядываются. Будьте внимательны. Вот такие деструктивные энергии, или когда это вам на ум пришло какое-то воспоминание, и вот вам хочется проанализировать, а почему же это случилось? Вот этому тоже не время. Не создавайте хаоса ни в своей жизни, ни в своем сознании. Что же помогает? А тут как раз взвешенные решения. Посмотрите, императрица и карта справедливость. Это карта баланса, да, когда мы можем со всеми договориться, когда мы не нарушаем закон. И значит, любое действие должно согласовываться с правилами, регулировками, приказами, подзаконными актами, традициями вашей местности, где вы находитесь. Не должно быть какого-то просчета и само по себе спокойствие. И обратите внимание, наша справедливость, Фемида, она с завязанными глазами. Не добавляйте вообще на этой неделе в свою жизнь каких-то эмоций. Задача состоит в том, чтобы правильно оценить по факту какую-то реальность. Вот ни разу не про эмоции. Что скрыто? Трансформация, мои дорогие. Еще один старший аркан. У кого-то заканчивается период жизни, когда был сольный вариант, и теперь у нас вверху карты императрицы меняется ваш статус. Что-то в личной жизни у вас происходит. Такое тоже может быть, какая-то история заканчивается. Может быть, для кого-то это означает вопросы работы. У вас перспективное время на работу, на бизнес, на деньги. И вы здесь тоже какие-то очень важные решения можете принять в эту неделю. Но это в позиции скрыто. Что-то будет еще меняться. Вы находитесь сами по себе в периоде трансформации. Да, сильная позиция. И эта трансформация, мои дорогие овны, ведет к тому, чтобы вы были статусом выше. Либо это касается карьеры, либо или одновременно решать вопросы по финансам и изменить свой статус личной жизни. Все же старшие арканы говорят о чем-то более глобальном в вашей жизни, когда качество жизни должно измениться. Дела, работа, бизнес, какой-то выбор есть. Может быть, какая-то чехарда как раз информационная по части на вашей работе. Может быть, разговоры, руководитель будет меняться. Или какая-то вау, такая новость, которая сначала аж прямо выбить из колеи может. А если постоять, посидеть, подумать, найти дополнительную информацию, то как-то оно и по-другому, или истина где-то рядом, или вас могут где-то там настраивать, а вот придет такой-то, вот он нам тут всем покажет. А вы, если сядете, ну, к примеру, если мы говорим о смене руководства, а если вы посидите и подумаете, вы для себя еще и бонусы найдете. Тут вот конкретно есть какая-то ситуация, которая вам, или какую-то новость, вам нужно обдумать. Причем с учетом, посмотрите, двойственность, дуальность. Как и двойка мечей, это выбор. Это вот мы шли, какой-то путь мы уже прошли жизненный, это действительно. И вот дальше в том же ракурсе, в том же ключе, в тех же точно действиях, шаблонах у нас так не получится. Вот нам и говорят, все, закрой и больше даже что-то не вспоминай. Тут нужно какую-то стратегию, тактику и, главное, направление выбрать. Или с чем-то определиться, мои дорогие, по части работы и заработков. Что же деньги? Хотя деньги нам сказали. Деньги есть. Деньги могут быть от вашего партнера, партнера по браку, помощь какая-то, сами по себе деньги. Вообще вас денежная ситуация должна порадовать на этой неделе, судя по картам. И даже если вы ходите в организацию, у вас стабильный доход, нет каких-то бонусов, вы сами на себя не работаете, не ожидаются они, тогда это могут быть как какие-то подарки или какая-нибудь, как это, премия, или какой-то еще, может быть, ну, как бонус со стороны руководства, когда вас отметят за хорошую работу, допустим, деньгами. Ну, а по бизнесу тут могут быть очень серьезные прорывы, какие-то возможности. И вы, кстати, можете на этой неделе, у кого бизнес, окончательно понять, в чем была ваша прежняя ошибка. Или она была не ваша ошибка, я бы даже так сказала, а она была, знаете, как сбой системы какой-то. Или что-то, то, что вы не могли изменить. Вам, ну, считайте, как по судьбе нужно было пройти какой-то сложный этап.
И вот здесь потихоньку какая-то спираль раскручивается назад, и вы ощущаете, когда мне уже хорошо от того, что дела двинулись вперед. По тузу кубков это наша внутренняя наполненность, уверенность. И на карте нам две золотые рыбки, а мы спрашиваем про деньги. Рыбы – один из символов именно денежного эквивалента. Поэтому деньги есть, деньги будут. Разными путями у каждого, но и в разной сумме, понятно. Но о чем нам говорит еще эта карта? У нас над кубком изображена лучезарная дельта, глаз. Это умение, возможность предвидеть на пару шагов вперед и оценивать нашу теперешнюю ситуацию. Вот будьте прозорливые и внимательны, хоть и деньги есть, но как и к деньгам быть внимательному, так и к своему статусу, так и к вопросам работы. Трансформация. Личная жизнь. Для кого-то конкретно может означать, когда вы просто устали или кто-то отправился в отпуск. По этой карте, кстати, мы складываем оружие. Мы никому не говорим, что мы задумали делать. Мы никому не рассказываем о себе много. Мы уходим в тень, за кулисы. Все. Не совсем нам тут про любовь, хотя про любовь карта императрицы, что может быть лучше. Поэтому какая-то история, она продолжается. А для тех, кто один или одна, я могу сказать, что вы можете даже с кем-то познакомиться. Нам карты не говорят о продолжении. Но какой-то новый человек. Теоретически отрицать я этого точно не могу, с учетом аркана колесницы. Но тогда и вы будете очень большим прагматиком. По четверке мечей мы никуда не спешим. Вообще не спешим. Мы обдумываем что-то. Это холодные мысли, это здравый рассудок такой, который анализирует, рационально что-то оценивает. А нужно ли мне этим заниматься? А нужно ли мне двигаться в этом направлении? То есть есть какой-то разговор, знаете как, диалог с самим собой. Что мне выбрать? Вот не случайно двойка мечей. Поэтому не торопитесь. Для кого-то это необходимость, может быть, уделить внимание самому себе, где-то уделить внимание здоровью. Вообще карта говорит о дипломатии. Начинается у нас расклад с карты императрицы, мы с вами это проговорили. И тогда четверка мечей может подсказывать: не создай какого-то конфликта или даже планетарно не поддержи какого-то конфликта. Даже если у кого-то с учетом пятерки жезлов. Здесь могут быть, знаете, такие проявления, когда нам с какой-то, прямо напором, а то и яростью пытаются что-то доказать, настоять на своем. А карты нам что пятерка жезлов, что четверка мечей об одном. Сложи оружие, отступи полшага назад как минимум. В чем-то не участвуй. У каждого понятно по-своему. Я могу предположить больше вопросы, может быть, личной жизни. Это то, что вы можете решать. Но и по работе. Просто тут тоже позитивный момент. Но выбор нужно сделать. И этот выбор, он будет зависеть от вашей неторопливости, мои дорогие овны. Перекладывайте на себя. Императрица все-таки. Императрица в первую очередь, она себе не собирается навредить. И мы об этом тоже говорили. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.